Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и мы продолжаем наше путешествие по дуэтам. И сейчас мы посмотрим дуэт Димаша и Вутонга с песней «Цветок жасмина» или «Jasmine Flower». Поехали! 来自哈萨克斯坦的迪玛希，还有丝路乐队，他们这个组织太棒了，朋友们，欢迎他们！ Эмоциональный ведущий, да? Подскажите в комментариях, что это за инструмент инопланетный, музыкальный. О, наконец-то! Я позже скажу, что я заметил. Операторы молодцы. О, переменчиво поют, офигенно. Голограммы? Вау! Там человек 500, наверное. Офигеть.
Вы вообще серьезно? Как это можно комментировать? Ребят, когда я вам говорю, сейчас мне нужно 50 минут, и я приду, вы не видите всего этого. Вы не видите вот этого, то, что я сижу вот в такой вот позе, и я вообще не знаю, как это комментировать. Вот после каких-то таких бешеных выступлений я и так сижу, я думаю, а как мне по-человечески все это сказать без рваных фраз, без затупливаний. Сейчас я, скажем так, то, что находится за вот этой вот, за этой кулисой, да, за кулисье, я не знаю, как это комментировать. Я увидел то, что не видел никогда. Очень много различных фишек я заметил самого выступления. И сам... давайте сразу начнем. Первое извините. Первое, то, что я заметил, это... Почему я вначале улыбнулся очень сильно и удивился. Очень грамотная и талантливая работа операторов. В чем же она заключалась? Там идет подиум, он вот вначале он широкий, потом он заужается и идет прямо. Потом идет линия горизонтальная, она ее пересекает, и сверху идет арка. Это настолько грамотно выстроенный кадр, ребят. И данные линии придают динамику кадру. Плюс камера отъезжает от Димаша. И рядом Вутонг тоже стоит. И камера немножечко под углом смещается. О, господи. Казалось бы, мелочь, а придает целостность кадру и очень грамотно выстроено все. Как вы знаете, в мелочах все кроется в мелочах. Дальше мне был вообще непонятен, что это за инопланетный музыкальный инструмент. Кто знает, напишите в комментариях, я вообще такого не видел. Я видел всякое, честно, но вот это никогда, это вообще что-то инопланетное. Что это? Определенно какой-то инструмент, но... Не знаю, мне кажется, он, наверное, излучает источники света внеземного, лучи, если его как-то там нажать куда-нибудь. Также я заметил очень необычный вокал Вутонга. Он такой, знаете, глуховатый, но у меня он именно роковый. Я почему-то не слышал ничего подобного. Это иное вообще и какое-либо звучание. И мне казалось, что он сейчас перейдет в харш. То есть он был на грани между харшем и таким глухим роковым звучанием. Это было круто. Потом он начал постепенно переходить от от глухого, потом чуть-чуть более звонкий, и потом уже пошел, скажем так, вверх. Знаете, это... Я просто попробовал это понять, как это можно сделать. Даже петь в таком глухом диапазоне, если есть вообще что-то подобное. Кто знает, кто поет и знает различные техники вокала, напишите, что это. Потому что, скорее всего, это зависит от самого тембра и гортани, чтобы так петь. Научиться, скорее всего, этому очень тяжело. Я немножечко офигел с кульминации песни. То есть там пошел вообще разнос. Димаш начал
постепенно делать лестницу, увеличивать тональность и просто превысил все мыслимые и немыслимые пределы. Плюс вутонг, и потом просто занавес открывается, и там человек 500 стоит в хоре, и все, я вообще не понимаю, что происходит. Я думал изначально, что сцена не такая уж и большая. Ну как небольшая? Она там, понятно, что она там ангар огромный в километр на километр, но все же по масштабу. Но мне казалось, что сцена сама по себе не очень большая, а там открывается занавес, и там еще метров 200. Просто. И опять же, заметьте, да, как сочетается вокал Димаша и вокал Вутонга. Они абсолютно разные. Абсолютно. Но как они сочетаются идеально. Внеземной вокал Димаша и невероятно уникальный вокал Вутонга, это просто, когда они вместе поют, я не могу это объяснить. Я открываю для себя с каждым видео, с каждым разбором, я открываю для себя новые грани. У меня рушатся рамки рамки привычного мира в музыкальной индустрии до того, как я начал смотреть Димаша. Я думал, и слушать Димаша. Для меня музыка, особенно если допустим, поп-музыка, да, там опера. Я, конечно, слушал, но не придавал особого значения. Я больше по тяжелым направлениям. Когда я начал слушать Димаша, я немножечко, я вообще выпал. Я не думал, что люди так могут петь. У меня есть, кстати, одна очень интересная теория, почему Димаш может петь на различных языках мира, на различных инструментах умеет играть и владеет такими техниками вокала, которыми мало вообще кто владеет в принципе в мире и владел. Мне кажется, что Димашу, да, у него молодое тело, но мне кажется, разум у него многотысячелетний, то есть тысячелетний, потому что столько техник. Так быстро это все изучить, это невозможно. Скорее всего, мы наблюдаем, что перед нами наполовину человек, наполовину бог. Потому что, как это еще объяснить? У него на данный момент практически 6 октав. Чтобы так быстро развиваться, я не понимаю. Тут есть люди годами работают над техникой над одной техникой вокала. Тут Димаш просто делает то, что ты не понимаешь, как это вообще может человек делать, как это можно вообще издавать. Скорее всего, это лично моя теория. Что думаете по поводу этого, если у вас есть еще какие-то догадки, кто на самом деле такой Димаш и что в будущем нас ожидает, я хотел бы посмотреть и почитать об этом в комментариях под видео. Потому что у меня закрадываются такие сомнения, что на самом деле Димашу намного больше лет. Больше 200-300. Да, это звучит из ряда фантастики, но мне кажется, что тело у него молодое, то есть, как я, то есть ему 25 лет. Но то, что он умеет, и то, что он знает, это превышает. Возможно, это все знания вокала за всю историю человечества в нем собраны, я не знаю. Но так люди не могут быстро развиваться в плане вокала. Как мы знаем, он выучил большую часть китайского языка за такой промежуток времени, что мне бы понадобилось, чтобы данную песню изучить, месяц, наверное, или 2, чтобы вообще это в произношении было более-менее адекватным и, в принципе, смысл. А Димаш это сделал за такие сроки, так что я просто сомневаюсь в том, что Димашу на самом деле 25.
Возможно, по уровню сознания и по опыту ему более 100 или 200 лет. Да, как бы это странно ни звучало. Кто согласен, ставьте лайки. Я думаю, вы тоже это начали замечать, особенно уже такие фанаты, которые следят за творчеством Димаша с самых первых выступлений. Я думаю, вы тоже это стали замечать. Также хотелось бы отметить визуальную часть концерта, данного выступления. Это китайцы. Как бы голограмма для них нормально, по-моему. То есть, вы видели вообще нечто подобное у нас? В России или в странах СНГ, или даже в Штатах возьмем, да, вы это вообще видели, что-то такое? Я сейчас даже обращаюсь к жителям других стран. Вы такое видели? Я вообще не видел нечто подобное. Я не понял насчет цветки жасминов, которые были очень... скорее всего, это голографические изображения какие-то, потому что я не понял, как это вообще работает. Скорее всего, либо искажение какого света, я не знаю. И я немножечко офигел, когда вылетал деревянный лодка это или корабль, я так и не понял, скорее всего, лодка какая-то. Как это вообще реализовано? То есть это оптическая иллюзия, но как это реализовано, я так и не понял. Можно объяснить. Это китайцы, как бы... Они могут. Почему они это делают? Потому что они могут. И это настолько необычно. У меня такое ощущение сложилось. Знаете, вот, как будто я нахожусь на каком-то космическом корабле, где из фильма «Пятый элемент», где выступала Плава Лагуна. Вот на этом корабле такое ощущение, что я в нем нахожусь, потому что, во-первых, я хочу отметить шикарную работу декораторов, дизайнеров сцены. Господи, это просто... Это божественно. Вы видели когда-нибудь такие сцены? То есть не стандартные. Сцена идет такая горизонтальная, да, линия, и потом идет или вот так, или там позади зал. Тут идут какие-то вот такие вот линии, по бокам люди, слушатели, зрители, потом идет ступенечки, вот этот вот подиум идет, потом идут ступенечки, по-моему, потом еще вверху там люди, потом идет вот эта полуарка, там люди, я постоянно заговариваюсь уже, коллектив играет барабаны, гитары, клавишные, еще какие-то барабаны, то, что я вообще заметил, и кульминация всего этого дела, это поднимается занавес, и там еще хоры, наверное, из человек 300 или 500, я не знаю сколько, там было очень много людей, которые поют, и я такой, чего? Да как это вообще, То есть вы не ожидаете, что будет еще что-то, и в совокупности там просто, я не знаю, это... Я, наверное, за видео надо счетчик сделать, сколько раз сказал слово «не знаю». И знаете, когда Димаш, китайцы, вот это очень гремучая смесь, как вы поняли, когда китайцы, неважно, на самом деле, организаторы шоу, или они со стороны, именно с вокальной части, то есть певцы, певицы. И Димаш, и это все настолько получается эпично. И это уровень непреодолимый на данный момент никем. Вы и сами это увидели, это разрыв шаблона вообще. Я думаю, в ближайшее время нас ждет вообще что-то очень интересное. Да. Подписывайтесь на канал Димаша. Можете и на меня подписаться, если доберетесь где-нибудь в конце описания до моих страничек. Но на самом деле самое главное — это
Пишите свои комментарии, свои мнения, свои теории по поводу, кто же на самом деле такой Димаш, потому что у меня больше нет никаких объяснений. Что вы вообще думаете по поводу данного выступления и какие были эмоции у вас при просмотре? Потому что визуальная часть и музыкальная, и вокальная разрывают. И спасибо огромное, что вы смотрите. Всем спасибо. Всем пока.